Доброго дня, уважаемые зрители! Это видео – ответ на некоторые комментарии с предыдущего видео «Самозащита в Германии». Сразу прошу прощения за несколько нудное видео. Вот так какие комментарии. Но сначала об одном сообщении, которое я получил несколькими днями ранее до публикации видео «Самозащита в Германии». На первый взгляд, безобидное сообщение. Поставьте нам несколько звездочек для поднятия рейтинга наших отелей. Ну а дальше речь идет о деньгах. И деньгах немалых, которые за просто так не платят. И это наталкивает на мысль о заказных комментариях с целью снижения рейтинга неугодных авторов. Но это сообщение и комментировать нечего. Что-то истерическое. €500, которые я упоминал, это те деньги, которые выдаются нам наличными на пропитание, на гигиену, на одежду и на прочие хозяйственные нужды. А так, бухгалтерия в целом разложена правильно. Во-первых, украинцев обвиняют в том, что они ленивый народ. За весь народ я, конечно, отдуваться не буду. Это есть представитель нашего народа, яркая личность Владимир Зеленский. Он пусть и объясняет за весь народ. Я скажу за себя. Я не ленивый. И в этих двух комментариях уже содержится противоречие. Сначала говорят, дома надо сидеть. Но я так понимаю, в классическом смысле этого выражения именно лентяи сидят дома. А дальше говорится, не надо ездить по другим странам. То есть, если человек ездит по другим странам, это уже не ленивый человек. Ну, а запретить ему нельзя, скажем так. Есть декларация прав человека. Не сидится дома. Приветствую. Да и дома-то нет. Все, Ленка, сгорело мое жилье, пиздец, еле успели выбежать, Ленка. Паспорт найти не могу, ни рюкзака найти не могу, ни хрена. Не знаю вообще, что делать. Сейчас утро придет, блин, пойду до директора, буду А теперь прожируете на наши деньги.
Показываю все, ничего не вырезаю. Это общежитие, в котором я живу. Это комната, в которой я живу. Это ночные фантазии на тему спокойной ночи. Поймите, я не жалуюсь. Я просто отвечаю на комментарий моего зрителя. А вот и оплата за него. Я, конечно, не специалист, но, на мой взгляд, дороговато. Если исходить из того, что квартиру в Берлине можно снять за 600, максимум 700 евро в месяц. Я задавался этим вопросом неоднократно и в социале, и у хозяйки общежития. Но вопрос остался риторическим.